Друзья, всем привет! Украинские исследователи, конечно, не перестают меня, например, удивлять. Вот я прочитал новое исследование, и оказывается, 96% граждан Украины, которые сейчас находятся в Украине, они готовы остаться в Украине после окончания войны. И в этом ролике я вам расскажу о результатах этого украинского исследования. Кому эта тема интересна, смотрите, друзья, это видео до конца. Обязательно подпишитесь и будете разбираться в этом вопросе. Итак, украинские исследователи пишут, что несмотря на многолетнюю войну и угрозу повторных атак и нестабильность, все больше граждан Украины, выбирают остаться в своей стране. Понятно? Почему? Ответ на этот вопрос дали свежие данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в мае-июне 2025 года. Значит, респонденты, это были все граждане Украины, которые находились на территории Украины. Им предлагалось представить, вопрос такой был, что даже после окончания войны угроза повторного нападения России сохранится более чем на 10 лет вперед. То есть окончилась война, но возможно в течение 10 последующих лет после войны Российская Федерация может еще раз напасть. И вот представьте себе эту ситуацию и вопрос, и уедете ли вы в такой ситуации из Украины или нет. Однако, если бы в Украине появились экономические возможностей, которые сопоставимы с другими странами Европы. И вот вопрос, изменили бы они свое решение о выезде? Готовы ли были вы уехать из Украины? И давайте теперь, друзья, посмотрим ответы. Эти ответы, результаты опубликовал украинский Киевский международный институт социологии. Абсолютное большинство, пишут, 62,5%, заявили, что они останутся в Украине в любом случае, даже если экономических перспектив в Украине не будет. Понятно? 62%. Это больше половины. Это означает, что более половины населения страны готовы строить будущее дома, несмотря на длительную нестабильность. Еще 33,8% опрошенных отметили, что готовы остаться, если смогут достойно зарабатывать и обеспечивать высокий уровень жизни. И лишь 2,3% респондентов указали, что не видят для себя будущего в Украине. Понятно, они же не могли написать 100%, все хотят остаться. То есть какой-то маленький процентик, 2,3% все-таки негодяи хотят из Украины уехать. Таким образом, если это все посчитать, эти все проценты, то получается, что 96,3% граждан Украины либо не собираются покидать Украину вовсе, вы поняли? Либо будут готовы остаться при наличии хороших экономических условий. В эту цифру слышали? Процент. 96,3%. Это вообще просто вразрез идет той информации и тем европейским исследованиям, которые проводят европейские исследователи. Понятно? Среди граждан Украины, которые находятся за границей, это понятно, да? Они не имеют доступа к гражданам Украины, они там у себя проводят. Но там другие показатели, там результаты другие. Там более 75% категорично заявило, даже если граждан Украины, что если закончится война, если наступит в Украине долгожданный мир, долгосрочный мир, то есть не будет дальше никаких там угроз, атак и так далее, то они все равно не хотят никак свое будущее связывать со своей родиной, с Украиной, и не хотят возвращаться туда. Понятно? Более 70%. А тут по украинским исследованиям видно, что 96,3% вообще не собираются покидать Украину, даже если будет угроза, что в течение 10 лет Российская Федерация опять там вторгнется, опять нападет. Вот так. Ой, интересная, статистика. Кому верить? Украине, украинским исследователям или европейским? Отдельное внимание в этом украинском исследовании было уделено молодежи. Среди украинцев до 30 лет. Вот давайте я вам зачитаю, что они пишут. 54,5% готовы остаться в стране при условии достойного дохода. Это наиболее экономически чувствительная группа.
Что говорить в настоящее время, как эта вообще информация, скажем так, относится на фоне того, да, что сейчас депутаты уже открыто, депутаты Верховной Рады публично, открыто говорят о том, что целая проблема. Мамы вывозят молодежь за границу, детей вывозят за границу. И не только мужчин, но не только пацанов, и девчонок вывозят. Они бьют тревогу. Директор института демографии бьет тревогу. Говорит, у нас сидит 30% на чемоданах. Ждут, когда границы откроются. Все, сразу уедут, сразу уедут. А тут оказывается 54,5% молодежи готовы остаться в стране. Вы поняли? Дальше. Гендерные различия также проявились. Экономические перспективы оказались более значимыми для мужчин 37,2%, чем для женщин 31%. Регионально наибольшая готовность остаться при наличии дохода наблюдается на востоке страны 38,8%, что возможно связано с желанием вернуться к мирной стабильности после особенно тяжелых военных ударов. В центре 34,7%, на юге 32,6%, на западе 31,2%. То есть методология этого исследования включала случайную выборку мобильных номеров, то есть обзванивали, вы поняли, не встречались, а обзванивали по телефонам. И опрос проводился среди граждан, начиная от 18 лет. Не учитывались граждане Украины, которые покинули Украину после 24 февраля 2022 года, а также жителей временно оккупированных территорий. То есть, ну и статистическая погрешность, пишут, составила не более 2,5%. Ну и результат следующий, вывод, да, как говорится. Значит, украинские социологи, которые проводили и написали этот труд, официально, значит, подтверждают, что украинцы еще не потеряли веру в свою страну. Даже в условиях затянувшейся войны и постоянной угрозы они готовы остаться на территории Украины. Понятно? Я, честно говоря, не знаю, может быть действительно, так как опрос проводился среди граждан Украины, которые проживают там внутри Украины, да, может быть действительно так людям запудрил этот марафон мозги, да, там же других каналов нет. Там же альтернативы нельзя послушать, там все закрыто. Да, что действительно люди так вот считают, да, и реально так думают, субъективно. Или другой вариант, просто-напросто путем хитрых манипуляций, да, руки вот они, значит, украинские социологи, украинские исследователи просто вот так вот написали, и какие там были по-настоящему результаты, понятно, что никто не знает, только знают они. Но они вот это опубликовали, потому что так выгодно и так нужно было сделать. Вот и все. Ну вот у меня как бы только это напрашивается. Почему? Потому что, еще раз говорю, что я доверяю европейским исследованиям, а они совсем другие результаты показывают. Абсолютно другие. Вот. Ну, видите, результаты кардинально разнятся. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.